Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом великолепной, сочной, ароматной буженины, которая готовится без духовки, просто в кастрюле на плите. Все очень просто. Мясо получается такое нежное, сочное, невероятно вкусное. Его можно подавать как горячим, так и в холодном виде в качестве закуски. Обязательно приготовьте и попробуйте. Уверена, такая буженина понравится всем. Для рецепта мне понадобится подготовлю маринад. В миску насыпаю соль, добавляю черный перец. Конечно, соль, черный перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. Также я буду использовать сухую горчицу пол чайной ложки. Добавляю кориандр полную чайную ложку. Сушеный чеснок, также полную чайную ложку. Сушеный лук. Здесь у меня смесь итальянских трав. Паприка. Также примерно 1 чайная ложка, может быть чуть-чуть больше. И немного мускатного ореха. Буквально четверть чайной ложки. Добавляю 2-3 столовые ложки масла. Мне надо, чтобы получилась такая кашица, поэтому, исходя из того, сколько понадобится, столько и добавляйте. Перемешиваю. И этим маринадом натру мясо. Для рецепта я использую свиную шею. Ну, конечно, сюда можно также использовать и заднюю часть. Но с ошейком, на мой взгляд, получается более вкусно, так как есть прослойки жира. И мясо получится более сочное и нежное. Теперь надо оставить мясо промариноваться. Если у вас мало времени, вы можете оставить его буквально на 1 час при комнатной температуре. Я же оставлю мясо мариноваться примерно часов на 10-12. То есть оно у меня будет стоять в холодильнике всю ночь. Мясо у меня всю ночь стояло в холодильнике. Оно очень ароматное, хорошо промариновалось. Готовить мясо я буду в большой чугунной кастрюле. Поставила ее разогреваться. Наливаю растительное масло. В первую очередь мясо надо обжарить со всех сторон до такой красивой, хорошей румяной корочки. Обжариваем на большом огне. Также мне еще для рецепта понадобится примерно 4 зубчика чеснока, 1 небольшая луковичка. Буду добавлять сушеную веточку розмарина и 2 лавровых листика. Лук и чеснок я просто вот таким образом разрезаю пополам. Они мне нужны только для аромата. Слегка их обжариваю. Также забрасываю веточку розмарина и кладу лавровые листики. Просто слегка обжарю, чтобы пошел аромат. Мясо обжарилось, лук и чеснок также обжарились и дали свой аромат. Не надо делать так, чтобы все сгорело. Просто слегка обжарить. Теперь я сюда вливаю немного кипятка. Огонь делаю тише, закрываю крышкой и буду тушить мясо примерно часа полтора. Конечно, готовность мяса будет зависеть от того, какого размера у вас кусок. Ну и, конечно, в какой кастрюле вы его готовите. У меня эта кастрюля очень хорошая, чугунная, в ней будет хорошо мясо томиться. Закрываю крышку и оставляю томиться. Обязательно периодически надо поднимать крышку, проверять, чтобы не выпарилась вся влага и мясо не подгорело. Если надо, добавляйте немного воды. Готовлю на огне чуть ниже среднего. Сейчас мясо у меня тушится примерно минут 30-40. Я его переворачиваю. Посмотрите, какое оно красивое получается. Оно ужалось уже. Снова все закрываю крышкой и продолжаю тушить дальше. Сейчас мясо у меня уже готовится примерно час 40, час 50. Оно уже полностью готово. Выглядит великолепно. Аромат просто потрясающий. И посмотрите, здесь, вот в этом соусе, который здесь образовался, уже полностью в нем растворились и чеснок, и лук. Они отдали все свои ароматы. И сейчас мясо уже можно доставать из кастрюли и подавать к столу. Оно полностью готово. Такая буженина вкусная и горячая, и холодная. Поэтому ее можно подавать и в горячем виде к столу, и в холодном. И вот, друзья, посмотрите, какая просто потрясающая буженина получилась. Причем готовили мы ее на плите, не в духовке. Все очень просто. Режется просто как масло. Она такая нежная, очень сочная и вкусная. Конечно, если вы хотите ее нарезать потоньше, дайте ей немного остыть. Тогда она будет вообще нарезаться очень тонко. А сейчас просто такой стоит аромат,
что оторваться от нее просто нереально. Хочется ее попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!